В голове крутилась сцена, когда она застала своего уже бывшего мужа в постели с лучшей подругой. В этот момент ее сердце чуть не разорвалось от обиды и разочарования. Предательство мужа сильно ударило по Анне. Она молодой, подающий надежды специалист, работала заведующей отделения травматологии, была на хорошем счету, и всего этого она добилась к 30 годам. Многие ей завидовали, особенно женщины. Однако, теперь Анна бросила все, чего добивалась и над чем работала столько лет. И работу, и мужа, и карьеру. Она решила вернуться в родные места, в родительский дом, который вот уже 2 года стоял без хозяина. К своим 30 годам детей Анна так и не родила. Карьера оказалась важнее, и вот теперь она осталась совсем одна. Ни мужа, ни детей, ни родителей. С этими мыслями Анна свернула с трассы на проселочную дорогу, которая вела прямо в ее родное село. На женщину стали накатывать приятные воспоминания о проведенных здесь годах, и она уже даже начала незаметно для самой себя улыбаться. Но вдруг ее идиллию нарушил неожиданно выскочивший под колеса зверь. Что это? Пыталась понять женщина, осматриваясь по сторонам. Она решилась выйти из машины и осторожно все проверить. Пронзительный тонкий звук заставил женщину вздрогнуть. Обернувшись, она увидела маленького рысенка, который сидел прямо напротив нее и громко мяукал. Женщина наклонилась к нему, но держалась на расстоянии, так как с детства знала, что дикие животные, даже маленькие, способны постоять за себя. Рысенок по-прежнему жалостливо мяукал, глядя на женщину, как будто чего-то ожидая от нее. Из кустов к нему выбежал такой же маленький котенок, видимо, брат или сестра, и тоже призывно заурчал. «Да что у вас тут случилось?» Выпрямившись, спросила Анна. Рысята, словно понимая, о чем она говорит, подбежали к краю дороги, продолжая пристально смотреть на женщину и громко мяукать. Анна направилась к ним, а малыши, поняв, что женщина идет за ними, спешно побежали, оборачиваясь и ожидая, когда она их догонит. Рысята явно ее куда-то вели. Она шла осторожно, часто запинаясь и тихонько ругая саму себя за такой авантюризм. Пройдя чуть больше 100 метров, женщина увидела лежащую взрослую рысь. Она не двигалась, и весь ее бок был в крови. «Так вот в чем дело», — сказала Анна. Она была поражена сообразительностью маленьких рысят, которые догадались позвать на помощь человека. Женщина села перед рысью. Та еще глубоко дышала, глядя прямо перед собой. «Сейчас, погоди, милая». Анна судорожно начала соображать, как же ей лучше поступить. В машине были необходимые хирургические инструменты и аптечка. Но рысь была слишком тяжелая, чтобы она смогла унести ее туда. Нужно принести все необходимое сюда, решила женщина и резко встала. Обернувшись, она вскрикнула от неожиданности. Перед ней стоял молодой мужчина в пятнистой форме и ружьем на плече. Лицо его было до боли знакомо. «Максим!» — вскрикнула Анна, все еще не отойдя от испуга. «Анька!» — с недоверием спросил парень. «Ты меня напугал. Зачем так подкрадываться?» — пожаловалась женщина. «Ты как здесь?» — удивленно спросил мужчина. «Ой, да неважно», — отмахнулась Анна. «Смотри, что здесь». Она указала на раненую рысь. «Вот значит, кто стрелял», — задумчиво произнес егерь. «А я выстрелы услышал, пошел обход делать. А тут ты», — улыбнулся он. «Надо помочь ей», — заключила женщина. «Бери ее и неси к машине, она на дороге, у меня там инструмент». Развернувшись, Анна поковыляла назад к автомобилю. «Важная какая?» Буркнул себе под нос мужчина, но решил лучше не спорить и взял рысь на руки. «Сюда неси!» — кричала Анна. Она открыла багажник своего внедорожника и уже разложила свой инструмент. Максим аккуратно положил рысь, и Анна приступила к работе. Ее пальцы ловко орудовали со всеми этими страшными предметами. Она быстро вытащила пулю, положив ее в банку.
«Внутреннего кровотечения нет», — сказала она. «Все, можно шить». Максим, стоя рядом, любовался красивой женщиной. Она всегда ему нравилась, даже когда еще маленькой бегала. Ну, а сейчас перед ним стояла ухоженная молодая красотка, как с обложки мужского журнала. «Эй!» Она тронула мужчину за плечо. «Макс, ты чего замечтался?» «Можем ехать», — говорю. «А, да, конечно», — торопливо ответил мужчина, немного смущаясь своей оплошности. «Я просто задумался, кто это мог сделать», — пояснил он, ногой играясь подбежавшими рысятами. Время шло. Зима сменяла лето, а за ней бежала весна. Она надолго задержалась в родной деревне, даже дольше, чем рассчитывала. Ее с радостью взяли на должность фельдшера в местном медпункте, где она работала больше для души, чем из-за денег. Но самое главное, в этой глуши она наконец-то встретила свое счастье. Не бизнесмена или банкира, а простого парня-егеря по имени Максим, вместе с которым они выхаживали ту самую раненую рысь. Рысь тогда быстро шла на поправку. Но вместе со своими рысятами она еще часто приходила к своим спасателям, а те старались каждый раз угостить ее деток. Через 8 месяцев после тех событий Анна и Максим поженились. На их свадьбе гуляла вся деревня. Там не было гламурных ведущих и фонтанов шоколада, зато там было искреннее веселье и пожелание добра и счастья молодоженам. 2 года прошло с тех пор, как они поженились, и Анна еще ни разу не пожалела о своем выборе. В то осеннее утро небо казалось особенно низким. С самого утра шел мелкий пакостный дождик. Максим ушел на работу еще рано утром, оставив любимую жену в теплой кровати. Анна сладко потянулась, обдумывая, чем же сегодня она будет заниматься, как вдруг услышала странный стук и шевеление где-то возле входной двери. Девушка насторожилась. На крыльце явно кто-то был. Опять наши мохнатые друзья, улыбнувшись, подумала Анна о семействе рысей и встала с кровати, чтобы проверить. Она накинула халат и, придерживая рукой свой большой живот, вышла на крыльцо. Совсем скоро ей нужно будет рожать. Выйдя на крыльцо и увидев своих лесных друзей, Анна опешила. Но не они удивили женщину, а тот сверток, который звери притащили неизвестно откуда. «Ребенок?» — сразу поняла женщина и занесла того в дом. Конечно же, после такого происшествия была вызвана полиция, и быстро выяснилось, что ребеночка этого бросила в лесу малолетняя мать, решившая таким образом избавиться от надоедливого малыша. Вся деревня была в шоке от такого поступка, но зато рысей теперь зауважали все без исключения. Больше никому и в голову не приходило стрелять в них, а тем более специально охотиться. А в семье Анны и Максима после долгих раздумий появилось сразу 2 ребенка, которых они оба считали родными. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.